Природа не создавала наш глаз для мелкой работы. По ее задумке человек должен был смотреть вдаль. Там его ждала добыча или подстерегали враги. Появление письма, книг, телевидения заставило людей работать вблизи. Когда человек смотрит вблизи, это колоссальное напряжение внутри глазных мышц, и глаз в целом напрягается. Так вот, при избыточной нагрузке вблизи, по существу, это является пусковым механизмом развития близорукости. Поэтому цивилизация расплачивается за свои знания именно близорукостью. В некоторых странах там уже к 90–80% приближается частота близорукости. Рассматривать это как эволюцию, об этом писал, между прочим, еще Герберт Уэллс. А то помните, как в «Машине времени» он описывал людей будущего? Бледные, худые, они жили под землей, и все поголовно близорукие. Вот вам провидение великого фантаста. Если близорукость можно скорректировать с помощью очков, то наличие катаракты не оставляет врачам выбора. Катаракта, или помутнение хрусталика, на сегодняшний день одно из самых страшных глазных заболеваний. Медицина пока предлагает только один радикальный способ лечения – удаление собственного хрусталика и пересадку искусственного. Это позволяет вернуть зрение на 100%. Как это часто бывает, искусственный хрусталик был создан совершенно случайно. В 1946 году к английскому офтальмологу Гарольду Ридли обратился бывший военный летчик. После одного из воздушных боев в его глазу остался крохотный кусочек плексиглаза, пластмассы, из которой делали прозрачный колпак самолетной кабины. К своему удивлению, доктор обнаружил, что летчик хорошо видит. Более того, его зрение даже улучшилось. Кусок пластика не мешал глазу. За несколько лет он полностью прижился. Ридли все-таки удалил осколок и обратил внимание на то, что пластик даже не потускнел, и глаз от него не воспалялся. Тогда офтальмолог сделал гениальную вещь. Вытащил из плексиглаза первый искусственный хрусталик и имплантировал его в глаз пациентки. Прорыв в офтальмологии случился в 1960 году. Тогда молодой врач из Чебоксар Святослав Федоров создал и впервые успешно имплантировал искусственный хрусталик. Это была настоящая революция. Любые операции на таком сложном органе, как глаз, требовали от хирургов поистине ювелирной точности. А уж операция на какой-то отдельной части глаза, такая как замена хрусталиков, в те годы и вовсе представлялась фантастикой. Первой пациенткой Федорова стала 12-летняя школьница Лена Петрова из Чувашии. Училась я тогда в 5 классе. Я чувствую с доски совсем плохо вижу. Потом чувствую читать совсем хуже стало. И поставили диагноз – врожденный катаракт. Для своего времени конструкция искусственного хрусталика была революционной. Федоровым был придуман механизм его крепления. 3 петли у нас было, которые фиксировали линзу за радужкой, и 3 антенки, которые фиксировали впереди радужки. Таким образом, настаивал на этом Федоров, что было 3 точки опоры. Когда на 3 точки опираться, то становится очень устойчивая конструкция. Искусственный хрусталик Федоров создавал с большим трудом. Его начальство было против. Дескать, если уж в Москве не делают ничего подобного, то в провинциальных Чебоксарах это и вовсе невозможно. Но Федоров не отступился. Он нашел на электромеханическом заводе одного мастера-умельца, который по его чертежам сделал линзы. На крохотной кухне Федорова разработчики обсуждали технические детали, от руки чертили эскизы, делали расчеты. Все делалось на энтузиазме, он просто приходил и говорил, вот мне нужна такая помощь. Они разработали технику формирования оптики, вот оптическую линзочку. Она делалась из оргстекла просто методом штамповки в нагретом состоянии.
между такими сферическими поверхностями. Он очень такой пробивной, можно сказать, как это в нынешнее время говорят. Обратился на химзавод и попросил у них пластину полиметилметакрилата. А взамен, он сам рассказывал, он взамен сказал: я вам помогу с глазной хирургией. К 1960 году искусственный хрусталик был готов. Первые операции проводились на кроликах. Офтальмологи следили за реакцией животных, делали исследования. Побочных эффектов не было. И только после этого Федоров отважился имплантировать искусственный хрусталик человеку. В марте 60-го года сделали операцию на правом глазу, удалили помутневший хрусталик. А 5 июля сделали другую операцию, имплантировали искусственный хрусталик. Первая операция длилась целый час. До операции я ничего не видела правым глазом, левым хоть что-то видела. А на операционном столе я уже, как завершили операцию, очень четко помню. Вот такой яркий свет режет глаз. Я говорю: выключите свет. А Станислав Николаевич мне говорит: Аленочка, ты видишь? Я говорю: вижу. Ну, давай мне пальцы свои показывать. Это руку поднимает выше, 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 2 пальца, 3 и так дальше, а я считаю пальцы. Уже сразу после операции зрение какое-то было обязательно. То есть что-то она видела, просто оно было, ну, я не знаю, там может быть 1/10, 0,2, то есть 10-20%. А потом оно потихонечку нарастало, и, в общем, она видела до 100%. Несмотря на успех операции, дальнейшие опыты по пересадке хрусталика были запрещены. Столичные врачи посчитали, что глаз не сможет терпеть внутриинородное тело, и со временем человек обязательно ослепнет. Поэтому Федорову пришло из Москвы строгое указание прекратить все работы. И только через 10 лет, после удачных опытов западных офтальмологов, операции по пересадке хрусталика в Советском Союзе были возобновлены. Сегодня подобные операции делаются на сверхточном оборудовании всего за 15 минут. И в этот же день пациента отправляют домой. Да, уже сделали, вон кушает сидит. Пока не больно, все, говорит, хорошо, говорит. Пересадка хрусталика давно уже не кажется чем-то сверхъестественным. Любому чуду наука рано или поздно находит объяснение. Но некоторые загадки, как, например, феномен зрительного восприятия, остаются неразгаданными на протяжении уже многих лет. «Мона Лиза» – шедевр Леонардо да Винчи. Сотни лет завораживает зрителей и будоражит умы ученых. Картина таит в себе множество загадок. Кто изображен на портрете? Мужчина или женщина? Или что скрывает загадочная улыбка Джоконды? И еще, почему Мона Лиза всегда смотрит на зрителя, где бы он ни стоял? Если зрачок смотрит на зрителя, то он всегда будет смотреть за тобой. На известном советском плакате «Родина-мать» художника-графика Ираклия Таидзе изображенная женщина тоже смотрит прямо в глаза. Вот такой красивая женщина, которая призывает, и вот этот взгляд, который на тебя все время смотрит, и ты чувствуешь, не увернешь, а не спрячешься от этой войны. И идешь добровольцем, веришь. Глаз человека – самый точный орган ощущений, но и он способен ошибаться, как в случае с оптическими иллюзиями. Например, каждый может проверить себя и оценить длину палуб этих двух кораблей. На первый взгляд кажется, что палуба правого корабля больше палубы левого. На самом деле геометрические отрезки равны.
Мы опираемся на наш опыт, и глядя на эти кораблики, получается, что нас в большей степени интересует палуба, чем дно корабля. Мы невольно в воображении помещаем себя на ту или иную палубу. И в связи с этим мы решаем, какой кораблик больше, а какой меньше. Другой вид оптической иллюзии – перевертыш. Здесь от концентрации взгляда зависит образ объекта. Например, на этом рисунке лягушка. Но если повернуть картинку на 90 градусов, то лягушка превращается в лошадь. Игры с оптическими иллюзиями помогают изменять сознание. Мы хитростью заманиваем мозг на новые уровни восприятия, и мы начинаем видеть то, чего нет. Оптический обман часто используется художниками. Возьмите, вдали есть известная работа, портрет Линкольна. Когда ты подходишь, ты не видишь, там голая женщина, а ты отходишь дальше, и ты видишь Линкольна. Близко смотришь, далеко. Когда вдруг там появляется